С вами Макс, вы на канале Шахматный Токарь. Возможно, вам тоже доведется работать со шпанированием, и этот выпуск, он поможет сохранить вам ваши деньги и ваше время. Обе заказные доски с вот такой вот мозаикой с обратной стороны, они действительно бракованные, почти 1,5 месяца работы, все заново переделывать. Сейчас кратко расскажу, как удалось найти брак, и дальше будет ряд тестов, задача которых полностью исключить вероятность брака во всех последующих изделиях. Вперед! После выхода выпуска, так он выглядит, об инструментах и материалах для изготовления шахматных фигур, досок, шкатулок, мне написал человек с никнеймом Генерал Мекс. Спасибо вам большое, что делитесь опытом. Это человек, который более 10 лет работает с деревом. И смотрите, выделил красным, что до фирмы Balistol давно пользовался. Она клей ослабляет. И человек делает пометку важную: ПВА в моем случае пропитывает хорошо, но я не знаю как, но вещи, которые в эксплуатации каждый день, через 4 года развалились. При изучении вопроса детали слишком легко отделялись по клеевому шву, поэтому я отказался от проникающих составов. Компания Clever Balistol уже 150 лет выпускает масла самого высочайшего качества. И на тестах в данном выпуске эти масла показали самую высокую степень пропитываемости, консервации древесины и самый лучший внешний вид. Поэтому для ваших шахмат выбрал именно их. Клей использую с более высоким классом влагозащиты. Это клей Titebond 3 Ultimate. По стандарту DIN EN 204 существует 4 класса влагостойкости: D1, D2, D3, D4. У клея Titebond 3 Ultimate самая высокая степень влагозащиты, класс D4. Он тоже считается клеем премиум класса. Как видите, стараюсь подбирать для вас все самое лучшее из лучшего. И искать для ваших шахмат более бюджетные, более дешевые компоненты совсем нет желания. Поэтому тесты. Минуты 4 будут вертикальные видео. И с левой стороны будут указаны материалы, масла, клея и как подготавливалась поверхность. Сделал такие образцы МДФ, и шпон взял относительно мягкую породу орех и очень твердую, очень плотную породу бубинга. Все склеенные образцы прижимал струбцинами и фиксировал на сутки. После высыхания клея уже мазал маслами. Это масло Борма тунговые и 2 масла компании Clever Balistol. Это Cheryl Shaftol и Balsin Balistol. Сейчас вы видите первый слой масла, только намазанный, и решил попробовать, как схватился клей на одном из образцов. Как оторвалось, не снимал, но смотрите, вот результат. И уже здесь начал снимать. Смотрите, просто отлетают. Видите, что происходит? Элементарно, вот чуть-чуть, и все, клац, раз, отлетело, раз, вот чуть-чуть нагрузки, все, отлетело сразу. Сперва начал решить на масло, но были еще 4 образца, которые без масла, и смотрите, вот то же самое. Вот, элементарно, чуть-чуть, намного легче, чем скотч отклеивается. Вот буквально чуть-чуть нагрузки, и все, клац, отлетело. Вот раз, еще раз, отлетело. Да, образцы МДФ, когда подготавливал, специально старался брать
за боковые грани, чтобы место склеивания было без залапываний пальцами. И все как один поотлетали. Почему не шлифовал МДФ, об этом будет дальше. Смотрите, теперь сделал образцы МДФ шлифованные. Все то же самое, только МДФ шлифованное 240 наждачкой. Видите, как держится. Дальше сделал снова образцы МДФ шлифованные уже. 4 образца с деревом орех и 4 образца с деревом бубинга. Вы можете заметить буквы СБ, СБ. Это Б балсин, С Шерл Шафтол. И на торцах буквы Т, это Тайтбонд, и ПВА еще есть. Как видите, масло наливал с запасом и в течение 2 недель еще по чуть-чуть подливал, когда полностью впитывалось, чтобы наверняка пропитался и сам шпон, до клея дошел, и еще напиталась МДФ вместе клеевого шва. Переходим к самому тесту. Смотрите, есть ряд образцов, пропитанных маслом, и прошло уже ровно 2 недели после пропитки. То есть все, что могло пропитаться, намокнуть и раскиснуть, все эти процессы уже произошли. Более того, оба этих масла остаются жидкими на протяжении месяца. То есть прочность соединения сейчас минимальная. Когда масло затвердеет, пластифицируется, то прочность, соответственно, станет выше. И контрольный образец — это клей Тайтбонд и дерево бубинга, плотность 900. Это порода орех, относительно мягкая, плотность 660. И образцы с бубингой. Смотрите, вот клей Тайтбонд Шерл, Тайтбонд Шерл, продублированные образцы. И здесь Тайтбонд Балсин, Тайтбонд Балсин. И 2 образца есть с клеем ПВА. Вот такой клей. Универсальный. Тайтбонд, соответственно, 3 Ultimate. Так, пробуем. Начнем. Тайтбонд Балсин. Все пропиталось, все раскисло. Попробую. Ну, по ощущениям крепко держится. Вот видите, очень твердое дерево, но с корнями вырвалось. Пробуем. Прочное, видите, не хочет. Давайте все целиком. Вот. Держится. Притом масло, видите, я его прям заливал, и оно пропиталось, он даже в МДФ, все вот это в масле пропитано. Но прочность клея осталась. Вот видите, если вырывается, то с корнями вырывается все. Так, Шерл. Это был Балсин, теперь Шерл. Ну, тяжело. Не хочет. Видите? Притом бубинга, она очень твердая. Держит все клей. Это Тайтбонд и Шерл Шафтол. Так. Так можно палец загнать. Вот с корнями отрывается. Не, видите? Куском с корнями. Очень прочно все держится. Так, пробуем теперь. Тайтбонд Шерл с орехом.
образец. Вот здесь легко все. Ух ты. Ему тяжелее будет. Орех мягкий. Так. Не, видите, тоже, если отрывается что-то, то с корнями, с потрохами. Притом тоже все размокшее и раскисшее. Видите, сколько наливал масла. Хоть и налитая, но прочность клея осталась прежней. Видите, ничего не могу сделать. Не могу. Так, это Sheryl Titebond Balsin. Пробуем. Так. То же самое. Орех ломается намного легче, чем бубенга. Прям раз в 4-5. Мягкое дерево. Не хочет. Так. Не, видите, оно никуда не девается. С потрохами только выковыривается. Прочно все. Так, давайте попробуем клей ПВА. Что с ним? Как на него масло повлияло? Масло жидкое, видите? Мокрое еще. Так, пробую. О, слышно звук? Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот видите, на ПВА как подействовало. Пропиталась в МДФ и оторвалась, раскисла. Вот с клеем ПВА получается, это кто был? Это масло Balsin. Балистол. Вот видите, что происходит? Отрывается. Вот такой результат. Размокло соединение клеевое от масла. Так, ух ты. Sheryl. Тоже орех. Пробуем. Это вот дата была. О, ну слышно? Тоже пошло. Ну, это прочнее оказалось. Но все равно, видите, оно как-то оно пошло. Ну, вот слышно даже по звуку. Слышно вам или нет? Слышите, оно так идет, 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 идет. Идет, идет. И ушло. Вот. Получается, с клеем ПВА, если работать и покрывать его маслом, то прочность вот такая вот. А клею Titebond абсолютно все равно на масло. Вот видите, ничего не могу сделать. Вообще ноль. Намертво стоит. Генерал Мекс еще в одном из комментариев также акцентировал на том, что материал МДФ очень чувствительный к влаге и особенно к попаданию воды. В самом изделии МДФ защищает еще оболочка из клея, шпона и масла. Тем не менее, для
полного понимания перспективы долгосрочной сохранности вашего изделия решил еще дополнительно провести и водные тесты. Смотрите, решил взять еще образец в оболочке клея, клей Titebond 3 Ultimate, клей сох сутки, и второй образец это МДФ без дополнительных покрытий, без защиты, и в воду. На самом клее указано, что хотя он и водостойкий, использовать его для конструкций, погруженных в воду, нельзя. Тем не менее, для полной наглядности будут именно тесты с водой. Тест нахождения МДФ во влажной среде будет дальше. Спустя 6 часов такое состояние МДФ. Как видите, образец без покрытия уже напитал в себя много воды, а образец в клее до сих пор практически сухой остался. Оболочка дает очень хорошую защиту. Смотрите, вот края очень хорошо видно, как они уже раздались. Это спустя 6 часов. Вот видите. И образец с клеем. Видите, края тоже деформировались, раздались, но в целом он более сухой. Распилил оба образца, чтобы понять, насколько влага прошла внутрь. Вот видите, в торцах очень много влаги зашло. Сверху и снизу зашло относительно чуть-чуть. А по торцам и на ребрах очень-очень много просочилось, промокло все. И образец с клеем, видите, сверху и снизу практически сухое, да полностью сухое все, по ребрам раздалось в основном. А в целом торцы тоже довольно сухие. Следующий тест. 2 образца в оболочках из клея, тоже выдержка 24 часа. И оба образца будут сверху намазаны маслом. Масло будет в жидком состоянии, потому что оно твердеет практически месяц. Одно масло будет Balsin Balistol, а второе масло Cheryl Shaftol. Оба масла компании Clever Balistol. Промазывал масло с запасом, и видите, вот в некоторых местах точки, где масло просочилось сквозь оболочку клея. То есть она не полностью была герметичной. И тоже также погружаем в воду. Спустя 6 часов такой результат. С виду образцы сухие и деформации практически нет. Если она даже и есть, то самый минимум. То есть масло еще дает дополнительную защиту. И одно масло, и второе масло. Видите, клей даже еще не полностью раскис. На верхних сторонах он еще довольно желтый. А там, где белое, это уже начало раскисать. И через 24 часа, вот видите, клей так и остался без раскисания сверху, а по торцам образец раздался на самый минимум. Вот именно по ребрам. То есть действительно масло создает еще одну защитную дополнительную оболочку. Тоже распилил оба образца, и смотрите, видите, вот полностью сухое. Даже на ребрах, хотя они чуть-чуть раздались, влаги все равно нет. То есть внутри образец практически полностью сухой. Скорее всего, влага попала, но образец без намокания, видите, намного лучше, чем образец просто в оболочке клея. И решил сделать еще один образец уже полностью по образу, подобию готового изделия. То есть МДФ в оболочке клея шпона, и все это покрыто маслом. Ребра, смотрите, тоже пластифицировал суперклеем,
точно так же, как и в готовых изделиях для шахматных досок и шахматных шкатулок. Сама лаборатория выглядела таким образом, и образец тоже очень хорошо намазывал, пропитывал несколько раз. Масло полностью впиталось, подсохло неделю, все равно еще достаточно влажным остается. Тем не менее, тестируем. Вот, тоже бросаем в воду, и тоже контроль 6 часов и 24 часа. Спустя 6 часов такой результат. Как видите, тесты очень нудные, очень скучные, но благодаря этим тестам вы будете точно знать, какая прочность и влагостойкость у вашего изделия. Спустя 24 часа влага все-таки добралась до клея, видимо через поры. Клей раскис, клеевое соединение ослабилось, и видите, вот по ребрам шпон, вот видите, какой он вздулся весь, подслаивался, подклеивался. Вот видите, и такое состояние оно на всех ребрах. То есть, хотя даже и 3 оболочки, замачивать изделие на сутки все равно нельзя. Изделие, как видите, испортится от таких процедур. И еще один показательный тест, как ведет себя МДФ в условиях большой влажности, сырости и холода. Сейчас уже конец февраля, скоро начало марта, и образцы, они в этом месте, видите, совсем рядом, стояли с начала осени, то есть всю осень и всю зиму. Смотрите, что с ними произошло. Точнее, не произошло. Видите, они по-прежнему целые, по-прежнему сухие полностью с виду и по-прежнему ровные. Даже вот такие тонкие, длинные. Вот видите, рейки, они полностью сохранили свою форму. Вот смотрите, только слегка на некоторых образцах появилась чуть-чуть кривизна. В самом гараже сырость практически как на улице. Несмотря на то, что дверь относительно герметичная, в гараже еще есть большие ворота, где очень большие щели. И в помещении влажность практически такая же, и сырость, и температура. Вот видите, МДФ ведет себя вполне очень даже прекрасно. Видите, они сухие, полностью как в первоначальном состоянии. Возвращаемся еще к 6-часовому образцу. И как видите, оболочка из клея, шпона и масла создает очень хорошую защиту для МДФ и герметизацию. В любом случае изделие все равно следует беречь от попадания воды. Тем не менее, теперь вы знаете, что когда на изделие попадет вода, будь то дождь или со стакана нечаянно прольете воду на шахматную доску, у вас будет очень хороший запас времени, чтобы все это вытереть, и ваше изделие осталось в полной целости и сохранности. Еще генерал Мекс писал: и еще один момент, над которым подумай, МДФ ломается, а фанера гнется. Очень даже круто. Это будет самый интересный тест. К тому же он будет на готовом изделии. Есть шахматная доска бракованная. И смотрите, вот ввожу бруском. Подпорок нет. Фокусов тоже нет. И делал разметку, чтобы доска... Вот смотрите. На доске тоже подпорок нет. Фокусов тоже нет. Чтобы доска легла самыми-самыми краями, чтобы был максимальный пролет. Вот как видите, вес человека выдерживает очень легко. И добавим еще
штангу. В штанге 40 килограмм. Общий вес получается 110 килограмм. Вот смотрите. Выдерживаю все. Стараюсь встать по центру. И видите, еще прыгаю. Как видите, доска прекрасно все выдерживает такую нагрузку. И сейчас вам покажу все вблизи. Почему выбрал именно МДФ, это рассказывал в предыдущем выпуске. Картинка на экране у вас будет. У фанеры по ГОСТу допуск на покоробленность составляет 15 миллиметров на метр диагонали. Видите, здесь тоже пусто, фокусов нет. На шахматной доске со временем получается, что может получиться с допуском по ГОСТу искривление 7,5 миллиметров. Считаю, что это полностью неприемлемо. А у МДФ такой допуск составляет на 600 миллиметров длины всего-навсего 1-2 миллиметра. И раз уж на то пошло, давайте еще протестируем МДФ 3 миллиметра. Оно используется для дна и крышки шахматных шкатулок. Стараюсь максимально сымитировать готовое изделие. Вот тоже видите, подпорок нет, укреплений тоже нет. Стараюсь максимально сымитировать крышку готовой шкатулки. Вот смотрите. Все довольно хлипкое. В шкатулке еще будет склеено. Сперва попробую встать всей стопой. Видите, она чуть-чуть играет, но держится. И по центру. Вот видите, всем весом. И чуть-чуть попрыгал. Тоже чуть-чуть прогибы были, но все выдержало. Видите, все целое. Еще один тест на готовом изделии. Бракованная такая доска. И смотрите, в образцах клеевых был край, за который можно было вот потянуть и начинает отрываться. А в изделии оно приклеено и каких-то торчащих моментов нет. То есть вот так вот оторвать его практически невозможно. И попробуем таким образом поколупать и попробовать, как держится. Вот за уголки буду пробовать как-то выколупать. Ну, не хочет. Видите, то есть я полностью... Не, ну, просто портится изделие и все. А шпон крепко не отслаивается. Нет такого условия, при котором бы край был полностью свободный. То есть, вот, например, кусок не приклеенный, и за него можно было бы вот так, видите, оторвать, потянуть. Все приклеенное и держится очень крепко. Вот видите. Сейчас ближе покажу. Вот. Все держится. Сами доски делал еще год назад. Все до сих пор целое. Все держится. Все крепко. Но, честно сказать, я не помню, шлифовал я МДФ перед склеиванием или нет. Очень большая вероятность, что нет. Тем более сам производитель указывает, что МДФ уже шлифованная.
Смотрите, вот поверхность, она действительно шлифованная, очень гладкая, и даже в голову не приходило, чтобы это как-то дополнительно шлифовать. Тем не менее, оказывается, что здесь есть какая-то микропленка, возможно для влагозащиты, которая ослабляет, как показали тесты, клеевое соединение. Для себя считаю, что в таком виде, когда клеевое соединение остается под вопросом, продавать изделия людям нельзя. Поэтому буду переделывать все. Продавать нет, а вот подарить с удовольствием. Смотрите, какие шикарные фотографии. Теперь доска будет жить в таком красивом, красочном месте в городе Сочи. Видите, Колка, пространство, горы, природа. Лучшего места для игры в шахматы даже представить себе сложно. Чай. Теперь за этой доской будет играть мама с дочкой. Маме, конечно, будет совсем тяжело. Девочка ходит в начальные классы и уже является чемпионкой школы среди всех классов. Очень изысканно все смотрится. Фотографии супер, шикарные. Спасибо вам большое. Вторая доска из бубинга и мовингу, она тоже будет в подарок к первому комплекту из акации и ореха. Как вы помните, этот комплект заказной, но заказчик написал, что потратил деньги на другие задачи, и если будет покупатель, то я могу продавать этот комплект. Поэтому, пожалуйста, комплект в продаже. Это именно те фигуры, которые будут в комплекте с этой доской. Стараюсь их подробно показать, чтобы вы смогли их увидеть с разных сторон и разных ракурсов. На коне, на основании, чуть-чуть раньше было. Давайте я вам сразу все покажу. Смотрите, на ладье, на пешке и на короле есть такие черные, видите, риски. Но на самом деле это такая аномалия. Видите, вот в точку превращается. Это волокно. Одно единственное волокно идет черным. Вся древесина белая. И такая аномалия. На ладье то же самое. Видите, вот в точечку проецируется такая древесина. Необычная, видите? А здесь вот 4 точечки аж в короля. И вот она идет прям. Такие места. Решил их оставить, они смотрятся очень интересно, очень необычно и аккуратно, красиво. Дальше идут пешки с сучками, видите? Старался их подбирать, чтобы они были именно на шариках. Заготовки так располагать. В обычном понимании сучок — это брак. Вы, скорее всего, слышали такое выражение. В большинстве случаев оно идет от сложности обработки таких мест. Вблизи сучков древесина очень покрученная, и в заготовке даже перед началом работы, когда есть сучок, принято считать, что это брак. А здесь, видите, получилось все начисто обработать. Выколов нет, сколов тоже нет. Смотрите, какая текстура получилась. Возможно, к вам придут знакомые и скажут, что это за пятна такие. А на самом деле это зарождение веток в древесине. Видите, такие очень редкие места
Очень красивая текстура вокруг сучков таких мелких. И еще одна пешка, смотрите, вот так видно. Здесь уже большая ветка росла, и вблизи нее, видите, как структура пошла такая. По бокам расходится. И тоже мелкий сучок такой. Очень красивые места. Такие места говорят о сложности работы. Если уж совсем хвастаться, о мастерстве мастера. Именно о мастерстве владения резцами. Дальше идут кони. На орехе, видите, таких мест меньше намного, чем на акации. Но тоже, вот видите, вскользь шел сучок, и он как раз получился, видите, на поверхности. Прям пополам его разрезала поверхность. Очень красивое место. Тоже решил оставить. И структура здесь тоже покрученная такая. Вот видите, такая. Тоже все начисто. Без сколов, без выколов. И покажу вам коней поближе. Кони вот такие. Вот видите, здесь пространство такое. Такая линия изящная идет к хвосту, к краю гривы. Так вот. Щеки, видите, они такие упитанные кони. Благородные. И вот передняя часть тоже. О. Ухи поближе покажу. Видите, они разные. Здесь вот так идет, потому что зачес на одну сторону. А здесь вот так ухо. Глаза старался делать с таким японским мотивом. Ноздри и сама грива. Вот. И белые кони. Такие. Вот. Сейчас они светлые, но в игре вы будете смотреть чуть сверху, и оттенок будет чуть темнее. Такой. И есть еще слон. Смотрите, на нем тоже очень красивое место есть. Эти текстуры такая покрученная. Но сучка нет. Хотя, видите, вот, скорее всего, это и есть такой сучок. Очень красивая текстура. Очень редкое место для ореха. Ферзи запасные. Они практически всегда без дела, но в одной из 20 партий примерно они будут очень кстати. На самой же доске представлена позиция из партии, сыгранной в 1974 году в Москве. Белым цветом играл 12-й чемпион мира Анатолий Евгеньевич Карпов. Черным цветом Виктор Львович Корчной. Кони, смотрите, как смотрятся. Черные, с ореха. Очень подходит доска. Оно такое царское сочетание получилось. И покажу вам еще, смотрите, особенность древесины доски. Клеточки, видите, они сейчас светлые темнее, а темные светлее. Такая средняя тональность. Это из-за особенностей. А сейчас черные темнее, а светлые светлее. Видите, вот фигура с торца, она темнее.
а поперек волокон светлее. И на черных тоже так видно в фигурах. Вот смотрите, светло, темно, светло, темная тональность. Акация, гравировка, Limited, первый комплект из 3. И в клеточках, видите, тоже на черных клеточках волокна идут вдоль, то есть уже в торцевом таком направлении они темнее игроку именно. А в белых клеточках поперек, видите, они светлее становятся. Вот такая особенность. Вот смотрите еще раз. Сейчас так, и зрителю, конечно, будет чуть менее удобно смотреть. Видите, такая тональность сразу меняется из-за угла обзора. И развернул еще доску. Смотрите, чтобы черные фигуры были ближе, а белые дальше. Вот как они будут смотреться. Такая геометрия, такие линии, ладья, сфера, такие узоры, султан, укрепленный, вот видите, из акации, выдерживает 15 килограмм. Гравировка. И покажу еще доску. Видите, вот уголок. Стыковка. Такая текстура. Вот здесь хорошо будет видно. Вот видите, мелкая еще текстура есть. Это мовингу, африканская древесина. А красная это бубинга, тоже африканский сорт. В тропических лесах растет. И точность состыковки клеточек. Вот и сам край еще. Вот видите, такие. Все ребра, как видите, пластифицированы. И второй уголок. Комплектация, как видите, упрощенная. Это доска, у которой клеевое соединение под вопросом. И самая обычная, простая, покупная шкатулка. Она выполнена из ламинированного МДФ, но смотрится вполне аккуратно. К тому же шахматы уже будут в порядке. И внутри еще обклеена фетром. Места фигурам, как видите, вполне достаточно. Шкатулка просторная. Скидка на такую комплектацию будет 40 тысяч рублей. Мои контакты вы можете найти в описании канала. Пожалуйста, звоните, пишите. Сейчас работаю над шахматными шкатулками. Здесь вы можете видеть, как будет выглядеть внутренняя отделка шкатулок. Будет отдельно шкатулка для черных фигур, отдельно будет шкатулка для белых фигур, и будет еще отдельно шкатулка по уходу за комплектом. И в следующем выпуске, надеюсь, покажу вам уже готовый комплект, предварительно на середину осени. Середина августа, только доделал новые резцы с рубанками, и планы рушатся в прямом смысле. Грубо, как видите, совсем просела, и пришлось затеяться с ремонтом. Нужно городить опору, выравнивать все и делать новую стяжку на полах. Такой результат получился промежуточный. Все залито, все готово. Ушло 50 ведер цемента. Грубу тоже удалось выровнять. Вот видите, щель стыковалась полностью. С обратной стороны донкраты установлены, такие дубовые. Воды считал порядка 20 ведер, и теперь месяца 2 ждать, пока все полностью высохнет. Будет
доска шахматная, будет настенная подставка. Она довольно громоздкая, и ей довольно трудно найти место в доме. А так она будет в качестве элемента интерьера. Сами фигуры, шкатулки и шкатулка по уходу за комплектом. Спасибо вам большое, кто досмотрел, у кого хватило терпения. Пошел дальше трудиться, переделывать все.